Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про Whiteout Survival только для новичков. Если ты только начал играть, то это видео прям вот для тебя. Так что давайте начинать. Во-первых, как только вы начинаете играть в Whiteout Survival, нужно понимать, что это игра гонка. Здесь все пытаются как можно быстрее стать сильнее, попасть в топ. И как только вы начали, у вас нету возможности посмотреть топов. Но ничего страшного, просто вам надо понимать, что если вы создали вот сегодня аккаунт, потом вам стало скучно и вы решили зайти через неделю, то вы уже очень сильно отстанете от других. Например, я играю всего 3 дня. Начали мы в понедельник, сегодня 4-й день, и у нас уже вот такие вот топы. У кого-то 11 миллионов, у кого-то 6 миллионов, у меня 2 миллиона. Я играю достаточно активно, но кое-что коплю, об этом тоже вам скажу. Так что если вы создали сегодня, решили зайти через неделю, так эта игра не работает. Эта игра требует времени, требует ежедневного входа, иначе, к сожалению, здесь вы будете слабым и не сможете кайфануть, не сможете получить от игры хороших эмоций. Поэтому стараемся как можно быстрее прокачать наше самое главное здание, топка, так оно называется, до уровня 7. Почему? Потому что снизу у нас есть такая вот кнопочка «Альянс», и мы сможем попасть в какой-то альянс. Как только вы прокачаетесь до уровня 7, начинается хаос. В мировом чате все зазывают в свои альянсы. Вам будут поступать постоянные приглашения. Это если вы прокачались первые 5-6 часов, как появился сервер. Кстати, как создать новый аккаунт на сервере? Персонажи, создать нового персонажа. Здесь мы с вами выбираем сервера. Желательно, если вы только начали, выбирать самый первый сервер, который горит огоньком. Например, этот сервер создали час и 40 минут назад, а прошлый 7 часов. Лучше тот, который создали час и 40 минут назад. Кстати, я достаточно опытный игрок. Вот мой основной аккаунт, 127 миллионов силы, 3 уровень кристалла огня. Но это уже потом все вам расскажу. Давайте вернемся к нашим основам. Начался этот хаос, вас зазывают в разные альянсы, вам пишут в личные сообщения странные всякие вещи на разных языках. Здесь вот такая кнопочка есть. Если вы не знаете, стрелка влево и вправо. Нажимаете на нее, и здесь может все это перевестись с разных языков. Иногда переводчик барахлит, но, в принципе, суть можно уловить, в принципе, все достаточно понятно. Вам будут писать очень странные вещи, будут вас пугать, отвлекать от игры. Не обращайте внимания, через, думаю, 2-3 дня это пройдет, потому что уже устаканятся все альянсы, заполнится, видно будет, кто в топе, видно будет, кто на дне. Кстати, я сейчас на дне, и об этом тоже сейчас поговорим. Очень большая ошибка присоединяться к альянсу, который находится вот на таком месте. Или еще одна ошибка – создавать альянс, не имея опыта. Если вы новичок, то не стоит этого делать. Чтобы прокачаться, нужно быть в топ-3 альянсов. Чтобы быстро прокачаться, нужно быть в топ-3. Но хотя бы в топ-10 тоже нормально. Если вы в топ-10, это уже что-то. Но желательно в топ-3. Например, мой альянс сейчас на 75-м месте. Вы спросите, а что ты нам советуешь тогда? Если вы заметили, здесь одинаковые названия. Это наш основной альянс. Это наш второй альянс. И это наш третий альянс. И я в 4-м альянсе, я приглашаю к себе новичков, учу их быстренько играть, даю им всякие подарочные коды. Кстати, подарочные коды. Надо их находить либо в интернете, либо спрашивать в альянсе, либо, конечно же, быть подписанным на мой телеграм-канал. Там, как только появляется новый подарочный код, я в течение часа стараюсь его опубликовать. Ну и вообще там очень много информации, мы там все болтаем, пытаемся вместе развиваться. Очень советую к нам присоединиться. Также, если вы только начали, вы подумаете, блин, я сейчас куплю здесь очередь марша, я сейчас куплю здесь всякую там фигню, ускорение, алмазы. Ни за что этого не делайте. Если вы начали играть только что, не знаете ничего про пакеты и планируете задонатить, то лучше посмотрите мои видео. Есть видео про наборы, которые стоит покупать, сверху будет подсказка. Лучше посмотрите его. В первую очередь нам нужно покупать очередь марша и очередь строительства, но я про это вообще ничего не буду говорить и рекламировать вам это тоже не буду. Лично я планирую этот аккаунт развивать без доната, абсолютно. Показать вам, что без доната тоже возможно играть.
Но, конечно, нужно понимать, что если вы игрок, который только начал играть и не знаете эту игру, в этой игре правит донат. В этой игре кто задонатил, тот и на первых местах. Тот и получает лучшую награду, тот и кайфует от игры больше всех. К сожалению, это нормально для таких игр такого рода. Но хочу вам сказать от своего лица и от лица моих подписчиков, что без доната тоже абсолютно возможно играть, если не делать ошибок, которые очень многие, к сожалению, делают. Все общие ускорения, у нас вот здесь есть ускорение, все общие ускорения и ускорение строительства нужно потратить на свою топку. Но прежде чем это делать, нужно активировать здесь навык «Двойное время», потому что он нам уменьшает на 20% скорость постройки, то есть время постройки. И только потом ставить топку улучшаться. Вам, конечно же, будет категорически не хватать ресурсов, вы только начали, откуда брать ресурсы. Старайтесь выполнять миссии. У нас есть миссии главы, миссии развития, миссии главы, ежедневные миссии. Все это нужно выполнять ежедневно. Если вы хотите достичь того момента, когда вы начнете кайфовать от игры, то нужно ежедневно выполнять все эти миссии, стараться не отстать. Например, сейчас я по силе, это совсем не важно, очень далеко, но по развитию топки я примерно в рейтинге 100. Вы спросите, нет, уже 200, мы же видим, ты чё? На самом деле, у многих, как вы видите, тут 16, 16, 16 уровни, но начиная с 110, 105 места уже начинаются 15 топки. Поэтому нужно как можно быстрее стараться здесь попасть в топ-100 и держаться топ-100. Именно уровень топки в первое время, пока не дойдете до 30 уровня топки, это максимальный в первые 60 дней игры уровень, и до него надо дойти. Почему? Потому что когда мы дойдем до уровня топки 30, мы будем готовы к кристаллам огня. Это совсем отдельная тема, я об этом сейчас не буду говорить. И также у нас есть войска. 9 уровень войск открывается на 26 уровне, 8 на 22, 10 на 30. У кого будет этот уровень войск через 30-40 дней, тот и будет править, можно так сказать. Если вы заметили, то я не трачу ускорение тренировок войск. Также я сейчас не улучшаю войска, точнее своих героев, потому что скоро будет событие, зал губернаторов, и там мне это поможет попасть в топ-100. У нас есть 2 донатерских героя, которых без доната больше никак не прокачать. Вот этот один из них. Даже на основном аккаунте у меня его нету. Я хочу, чтобы он у меня был хотя бы на этом аккаунте. Может быть, я смогу его открыть, может быть, нет. Это зависит уже от удачи. Может быть, вы сможете. Напишите в комментариях, если вы новичок и у вас получилось. Очень интересно узнать про это. В первые 1-2 дня вас будут, конечно, называть во все альянсы, но если вы не будете прокачивать свой показатель силы, у меня он почти 2 миллиона, то вас не будут звать в сильные альянсы и, возможно, даже выкинут из сильного альянса. Здесь у многих стоит вот такая вот черта, и если у вас нету столько силы, то вы не можете попасть в этот альянс. Как прокачать силу быстрее? Я вам быстренько тоже это покажу. У нас есть путь новобранца. Это единственное событие, где можно получить бесплатный скин. Даже у меня на основном аккаунте его нету и вообще нету никакого бесплатного скина. Вообще нет никакого скина. Так что я вам очень рекомендую получить этот скин. Хотя бы что-то у вас будет. Ну и здесь неплохие награды, поэтому все это стоит выполнять. Но как это делать? Нажимаем вперед и видим, что больше всего сил я получаю за героев. Также за технологии. Кстати, слева у нас пишется рекомендуемая сила, а справа текущая сила. Смотрим на это, видим, что больше всего дают за героев, и улучшаем героев, если у вас есть проблема с альянсами. Если у вас нет такой проблемы, вы спокойно можете оставаться в своем альянсе, то я вам советую первое время копить ресурсы, чтобы попасть здесь в топ-100. Я думаю, на сегодня очень много информации, но также еще добавлю, что в освоении надо всегда получать вот этот вот сундучок и стараться пройти как можно больше этапов. Я сейчас отстаю. Но это временно. Будем вместе развиваться. Следующее видео, наверное, выйдет через неделю, когда я дойду до уровня топки 18 или 20. Не знаю, хватит мне этого времени или нет, но я буду стараться. Тогда же мы с вами поговорим про снаряжение героев. Еще у меня нету, но будет снаряжение губернатора и талисманы. И очень много чего еще есть.
Я думаю, что вам, новичкам, это все очень даже пригодится. Так что ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну и пока!